Привет, вам пупсики и волчата! Сегодня мы поговорим о, не побоюсь этого слова, легендарной франшизе под названием «Сумерки». И нет, я не буду обозревать эту сагу и говорить, плохая ли в фильмах графика, здоровые ли у Беллы и Эдварда отношения, нет. Я буду отвечать на вопросы. Предыстория. Я смотрела много обзоров, где авторы находили разного рода сюжетные дыры, несоответствия и задавали похожие вопросы. И на некоторые из них, представьте себе, даже есть ответы. Правда, не в самих фильмах, увы, а где-то в печатных изданиях и дополнительных материалах, что я считаю промахом режиссеров, которые не смогли найти несколько секунд для объяснения ключевых особенностей, которые помогли бы зрителю лучше разобраться в происходящем. Да боже мой, биография любого второстепенного персонажа интереснее, чем любовные игры главных героев. Но ладно, не об этом речь, давайте уже разберем самые частые непонятки. Начнем с той самой особенности, за которую зрители часто высмеивают здешних вампиров. Люди привыкли к устрашающим кровососам, которые выглядят либо как разлагающаяся нежить, либо как винтажные готы. Очевидно, что на их фоне сверкающие вампиры из «Сумерек» выглядят как феи Винкс с начесом. Чтобы узнать причину свечения, надо сначала понять, что вообще из себя представляют вампиры в этой вселенной. Это, в первую очередь, совершенные хищники, сверхчеловеки, настроенные на охоту. Цель их существования недалеко ушла от какого-нибудь хищного зверя. Надо выследить свою добычу и полакомиться ею. Поэтому даже такие цивилизованные паиньки, как калины, не отказываются побегать за горными львами. Для них это и обед, и развлечение. Для этого, в кавычках, природа наделила их силой, стойкостью и другими полезными примочками. Так, вампиры могут не только брать жертву силой, но и заманивать ее своей исключительной красотой. Поэтому в книге Белла думала, что ангелы с крыльями были бы менее заметны на школьном выпускном, чем калины. Также в этой вселенной легенды о суккубах – это истории все о тех же вампирах, включая семейство Денали. Вот это генофонд. Вот это да. У тебя слюнка. Вот тут. Так вот, сила и выносливость вампиров объясняется тем, что они кристаллизованные бессмертные создания. Их кожа – это твердая субстанция, похожая на мрамор. Она прочнее гранита и из-за кристаллической структуры сияет на солнце, подобно драгоценному камню. Согласно Вики, все вампиры также имеют очень светлую кожу, так как яд осветляет ее, убирает красящие пигменты, включая веснушки и тату. Плюс в теле вампира после года новой жизни не остается человеческой крови. Это делает вампиров похожими на статуи, но, как по мне, этот эффект не всегда сохранялся в фильмах, где герои иногда выглядели чересчур живенько. Это следствие прошлого вопроса. У вампиров все тело невероятно прочное, и зубы не исключение. Они выглядят совсем как человеческие, но при этом острее любого лезвия. Поэтому им как бы вроде и не нужны клыки, мол, и так рвут и мечут, хотя мне кажется, что визуально это выглядит не очень. Особенно, когда вампиры пытаются пошикать друг на друга, и это скорее смешно, чем страшно. Талант Джаспера поистине остался одним из самых недооцененных, а ведь именно благодаря его контролю эмоций и восприятия трио бродяг не заметило Беллу сразу. Я чувствовал все, что чувствовали они. Джаспер, а манипулировать моим настроением нечестно. Прости, Белла. Джаспер сделал так, что он, Элис и Белла вызывали у троицы скуку, а фокус внимания смещался на грозного Эммета и дипломатичного Карлайла. Поэтому Джеймс видел бледную Беллу, но не проявлял к ней особого интереса. А когда ветер таки донес до ищейки аромат девушки, Джаспер снял с нее ментальную защиту и продолжил защищать себя и Элис. Это не проговаривалось четко в фильмах, но у Виктории была одна из самых крутых способностей, как по мне. При жизни Виктория и ее сестра Энн жили в Англии в 1550 году и были в подчинении не у самых добрых хозяев.
Виктории пришлось научиться убегать из дома и находить еду и место для ночлега так, чтобы никто ее не замечал и не мог поймать. Она настолько отточила этот навык скрытности, что даже собаки не реагировали на ее присутствие. Этот талант только усилился после перерождения и стал улучшенным инстинктом самосохранения. Виктория могла почуять опасность заранее и выбрать для отступления самый верный путь. Она даже смогла убежать от Вальтури, о чем я расскажу в следующем вопросе, и ищейки Джеймса, чем заинтриговала его. Так что, благодаря своему дару, Виктория могла играть в догонялки и с Калинами, и с волками. Например, ноги могли сами нести ее в сторону кустов, которые замедляли оборотней, и, конечно же, к обрыву и воде. И лишь когда Эдвард забайтил Викторию и заставил ее пойти против своего дара, у него получилось ее убить. В Альтуре любят добавлять сильных вампиров в свою коллекцию. Если избранный не желает делать это добровольно, они найдут предлог, чтобы казнить его Ковен и забрать его себе силой. А там уже высокоранговая вампирша Челси использует свой дар манипуляции эмоциональной привязанностью для внушения чувства верности клану в Альтуре. По такому сценарию прошла экзекуция Ковена Виктории. В Альтуре желали получить вампиршу Хайди с даром повышенной привлекательности для заманивания людей на ужин и заявили, что ее клан якобы привлекает слишком много внимания. Виктория почувствовала, что остальных убьют, и закричала, чтобы все убегали, но спаслась только она благодаря своему дару. Остальных, включая ее сестру Энн, в Альтуре устранили. Тот же трюк Ара хотел провернуть и с Калинами, наказать их за Ренесми и забрать Элис и Эдварда себе. Поэтому дело было совсем не в девочке, по крайней мере, после знакомства с ней. Кровь разных людей по-разному пахнет для разных вампиров. Чем вкуснее вампиру кажется чья-то кровь, тем сложнее ему устоять перед искушением попробовать ее и убить человека. Когда это притяжение возводится в абсолют, и вампир чует кровь, которая кажется ему самой вкусной жижей на свете, это становится целым событием в жизни вампира. В Альтуре придумали для человека, чья кровь пробуждает в определенном вампире такую жажду, особый термин «ля тоа кантанте», то есть «твой певец», так как кровь человека в таком случае как будто поет для этого вампира и манит его. «Ла туа кантанте». Ее кровь вызвала в тебе бурю страстей. Самыми известными певцами в саге были Белла для Эдварда, двое бедолаг для Эммета, обоих он не смог оставить в живых, и Элис для Джеймса, о чем я и поведаю сейчас. История юной Мэри Элис Брэндон началась как история панды По. Уже с детства ее посещали видения будущего, а ее попытки предостеречь людей от опасности только накладывали на нее подозрения. Ее отец оказался гнусным дельцом и нанял киллера, чтобы убить мать Элис и заключить брак с новой женой. Когда Элис поняла, что ее тоже ожидает печальная участь, она попыталась спрятаться, но никто не захотел ей помогать. Отец выставил Элис сумасшедшей и отправил ее в психушку. Во время эпидемии брюшного тифа ее побрили наголо, что объясняет ее короткую стрижку в будущем. Из-за электрошоковой терапии Элис стала страдать от амнезии, но зато к ней вернулись оптимизм и жизнерадостность. В этой больнице работал древний вампир Кумбоу, если мы считаем короткометражки каноном, а у «Сумерек» есть серия короткометражек, прикиньте, который подружился с Элис и пытался оберегать ее. Однажды Элис пришло видение, что она стала певцом для Джеймса, и он движется на ее запах. Кумбоу предложил несколько вариантов спасения Элис, но все они заканчивались неудачей в ее видениях. Единственный успешный исход мог получиться, если Кумбоу укусил Элис и пожертвовал своей жизнью, отвлекая Джеймса и Викторию. Так и произошло. Команда R на рассвете убила Кумбоу, который был рад подарить Элис счастливое будущее, а сама девчуля успела обратиться в вампира. Она совершенно забыла и о своем трагичном прошлом, и даже о спасителе Кумбоу. У истории твоей жизни было несчастливое начало, но не оно сделало тебя таким, какой ты есть, а то, что случилось дальше и кем хочешь быть сейчас. Но
Но через видение она увидела новую жизнь с Каллинами и встречу с будущим возлюбленным Джаспером. Его ей пришлось немного подождать, но это уже другая история. Уже в раннем возрасте Джейн и Алек демонстрировали сверхъестественные способности. Люди побаивались их, и ходили слухи, что с врагами близнецов случались несчастья. Ара узнал о необычных детях из мысли одного кочевника и пожелал добавить Джейн и Алика к своей коллекции, веря, что после превращения их дары проявятся в полной мере. Но сначала детям надо было подрасти, так как у Вальтури уже был запрет на обращение малышей. К сожалению, Джейн и Алику не суждено было достигнуть совершеннолетия в своей человеческой жизни. Суеверные селяне все-таки вступили с ними в конфликт и решили казнить близнецов как ведьм на костре. Когда Ара узнал об этом, он примчался в деревню так быстро, как только мог, и успел спасти детей из огня. Им на тот момент уже было 12 лет. Горечь, негодование и недоверие к людям помогли дарам близнецов принять свою форму. Джейн могла заставить взглядом почувствовать иллюзию сильнейшей боли, как при сжигании, а Алек, наоборот, лишал жертв всех чувств. Вместе они действительно стали одними из сильнейших членов Вальтури, и я думаю, что даже без дара Челси они пошли бы за Ара куда угодно. У Ара была младшая сестра, Дедима, и он обратил ее в вампира, полагая, что у нее появится такой же полезный дар, как у него. К сожалению, Дедима получила ауру счастья. Существа вокруг нее чувствовали себя счастливыми. Ара был недоволен, но все равно нашел для дара Дедимы применение в своем клане. Дедима привлекала многих, но отношения у нее сложились именно с Маркусом, который являлся одним из лидеров и ключевых членов Вальтури. У него был дар определять связь между людьми, мгновенно находить лидера в группе, чувствовать сильную привязанность или нарастающее недовольство и желание предать. Маркус и Дедима были безгранично счастливы и в какой-то момент решили покинуть клан и зажить своей жизнью вдвоем. Ара не мог допустить такого, так как считал, что у Маркуса слишком ценная способность, чтобы с ней расставаться. Поэтому Ара пришлось убить свою собственную сестру и подстроить все так, чтобы никто не знал правду. А у вампиров есть одна очень важная черта. Полюбившие один раз, они не могут полюбить кого-то другого. Партнеры в таком случае называются mates, и если один вдруг погибнет, то второй останется подавленным и несчастным целую вечность. Поэтому жизнь Маркуса превратилась в ад, и единственная причина, по которой он не перестал служить Вальтуре, был дар Челси. Маркус предан своему клану, но при этом лишен способности чувствовать радость от жизни, поэтому гибель от рук Владимира и Стефана для него была таким желанным финалом. По этой же причине Виктория съехала с катушек после потери своего суженого Джеймса и пошла против своего дара, чтобы пободаться с Эдвардом, что и погубило ее. Вот такие вот у меня получились ответы, я постаралась сделать их максимально краткими, и если вам интересна эта тема или такой формат, буду рада записать подобный видос еще раз. Пока!